Был задан вопрос, как рассчитать дно точно у подноса. Вот если нужно, допустим, поднос 20 на 30. 30 на 20. Для подъема стоечек уйдет по полмиллиметра с каждой стороны. Итого 1 сантиметр. Значит, поднос у нас будет не 30, а 29 на 19. То есть по 1 сантиметру я оставляю по полмиллиметра с каждой стороны. В результате получается 1 сантиметр. То есть чтобы поднять. 29 делим пополам. Для того, чтобы найти даже середину. Делим пополам. Это будет 14,5. Откладываем 14,5 в одну сторону. У меня просто лучше. У меня это миллиметровка. На ней вообще удобно работать. И 19 сантиметров тоже поделим пополам. Получаем 9,5. И откладываем вверх и вниз. Вот наша. Беру лист, складываю пополам. И еще пополам. То есть наши размеры 29 на 19 входят хорошо в лист А4. То есть можно даже сделать так. То есть вот это наш размер будет здесь. И наш размер, то есть по толщине, просто чтобы он симметричный получился. Надо нам же его начертить, к чему стремиться. То есть он будет вот такой. Вот наш овал, наш поднос, который будет. Начертили. Теперь высчитываем, сколько у нас разница получается, сколько вот мы будем плести, ровненько она оплетется. И вот эту часть нам надо проплести отдельно. То есть, чтобы выровнять стороны. Для того, чтобы узнать, сколько у нас в середине будет, мы 29 минус 30, 29 минус 19 делаем. 29 минус 19 в середине у нас получается 10 сантиметров. 10 сантиметров. Это деленное на 2, это по 5 сантиметров с каждой стороны. Откладываем по 5 сантиметров с каждой стороны. 10 сантиметров, 10 сантиметров, 5 сантиметров, 5 сантиметров. Все, отложили. В результате здесь получили 9,5 сантиметров. Здесь получили 9,5 сантиметров. Везде получили 9,5 сантиметров. То есть вот это вот отдельное. И здесь везде ровное. То есть вот этот отрезок должен был равняться вот этому и вот этому. Здесь я делаю через 2,5 сантиметра.
Я беру вот сегмент, который рисовала, вот на нем и пока проставляю. То есть по 2,5 сантиметра. Все. Теперь мой шаблон готов. Для того, чтобы не испачкать плетение свое, я это сейчас скотчем, или вы можете использовать файл, например, приложить сюда. Вот так вот. Можно просто приспособить файл. Далее не устаю говорить спасибо Светлане Сафоновой за подсказку работать на пеноплексе. Потому что раньше я его не использовала. Использовать начала после того, как прочитала ее пост у нее на стене. В Инстаграм ссылочку обязательно дам в описании под видео. Спасибо большое. Плести стало гораздо проще. Станки я уже больше не делаю. Вниз подкладываю круг здоровья, укладываю двойные стоечки, чтобы посередине вот эта моя черта была посередине. То есть с одной стороны от черты и с другой. И также внизу. Две центральные трубочки, которые будут в центре, я не наращиваю. То есть я беру и плету веревочкой. Проплела, выровняла. Теперь беру две трубочки, делаю гапельку.
Первый ряд проплела, смотрю, здесь, в принципе, можно добавить центральную стойку. Смотрю, как я решила делать для себя рисунок. Я здесь не пометила, помечу сейчас. Я, значит, хочу, чтобы у меня вот вышли все, получается, вот эти из одного кармана. Раз, два, три, четыре, пять. И эти 3 из другого кармана. Хочу попробовать такой рисунок. Смотрю, значит, для вот этого кармана, вот у меня будет стойка, уходит сразу. Я ее сразу сюда укладываю и фиксирую. Значит, сейчас мне нужна центральная стойка. Я обрезаю кончики и добавляю по центральной стойке, потому что здесь расстояние достаточное для того, чтобы сюда центральную стойку вставить. Там, где я начинаю ряд, сейчас будет крутиться по этому, чтобы не забыть, где начинала, чтобы не искать. Ну, я вот 2 ставлю иголки, а сюда вот не ставлю, чтобы, ну, легко найти было. Делаю углубление. Это будет у меня центральная стоечка. И фиксирую ее иголками. Тоже проделываю с другой стороны. Доплела до начала ряда. Второй ряд после того, как добавила, я всегда плиту, ничего не добавляя, закрепляю. Здесь стоечку вот укладываю на место, она уже на месте должна лежать. И с другой стороны проделываю то же самое. То есть я плиту просто оплетаю ряд. Во время плетения, вот я плету, я поняла, что будет некрасиво, если все 3 выйдут, сейчас я буду добавлять, выйдут потом из одного кармашка. Поэтому в процессе плетения, если тем более, что вы плетете не на поток, а вот один раз сплели и потом не знаете, как вам выбрать, чтобы легче, лучше плести. Вот я увидела вот такую ситуацию, и я поняла, что мне лучше сюда в стык добавить. Одну стоечку в стык, а одна потом выйдет из кармашка. Поэтому я добавляю в стык. Для того, чтобы добавить в стык, вот срезала тоже подробную. И добавляю в стык. Делаю ложбинку. Закладываю. Проплетаю. А здесь вот я здесь уже положу еще 2. Здесь так у меня и останется без изменений. То есть вот у меня уже получается 2 есть еще. Надо будет потом заложить, чтобы они все вместе плелись. Вот они получились все вместе. Теперь их 3 вместе. И здесь добавляю в стык. То же самое проделываю
с другой стороны. По одной внизу и вверху добавляю в стык, а в серединку 2 штучки. Так как в предыдущем ряду я добавляла, этот теперь ряд я проплетаю без добавления, просто закрепляю. Закрепляющий ряд. Оплетаю все стойчики. Контролирую. Вот здесь вот часто они хотят уйти в сторону, поэтому вот за этими надо вообще следить. После каждого стежка их поправлять. Смотрю далее. Вот я доплетаю ряд. И следующий ряд смотрю, как мне плести. То есть вот здесь вот у меня расстояние маленькие, еще добавлять некуда. Поэтому я проплетаю еще один ряд, не добавляя ничего, по кругу. Доплела до центральной стойки, посмотрела, а тут оказывается расстояние вот уже довольно-таки приличное. Поэтому я беру еще, добавляю. То есть в результате только я подумала и тут же передумываю. И вы в течение плетения всегда смотрите за своим изделием. Если вот уже я сначала думала, что просто проплету, а вышло, что надо добавлять, чтобы они были широкие. Вот здесь вот сам кармашек был широкий, как цветочек. Иначе они будут, кармашек будет маленький. Будет некрасиво. Значит, в этом ряду буду добавлять к центральному еще по 2. Так как в предыдущем ряду я добавляла, этот ряд я опять проплетаю без добавления для закрепления стоечек. Вот сейчас на данный момент у меня вот получается вот такая картина. Доплетаю ряд и смотрю. Здесь у меня уже расстояние такое нормальное. Я разводить пока же ничего не буду. Я просто к вот этой стоечке буду добавлять. А вот эту трубочку я наращу. Здесь, в центральной, я не стараюсь все их стягивать в одно место. Я теперь стараюсь их вот развести, чтобы еще толще стал здесь кармашек. И плету по кругу. Делаю то же самое с другой стороны. И проплетаю закрепляющий ряд. И вот смотрю, что сейчас достаточно уже для того, чтобы разводить стоечки. Здесь можно сделать окантовочку, проплести веревочку из 3 трубочек. А можно развести все трубочки веревочкой в 2 трубочки. Как делать окантовочку и разводить стойки веревочкой в 3 трубочки, есть в подносе, ну, в овальном для хлебницы. Видео я публиковала, ссылочку можно посмотреть у вас на экранах. Сейчас буду разводить веревочкой в 2 трубочки. То есть все стоечки, которые сейчас должны быть разведены, я их все разведу и поставлю на свои места. Так как с торцов я по себе сужу, я всегда прижимаю сильнее, чем сверху и снизу. Получается разная здесь у меня выходит немного форма. Поэтому, чтобы контролировать, я вот посчитала, сколько здесь осталось. Вот тут. То есть за где-то сантиметр я выравниваю. Ну, тут надо чуть-чуть поджать будет, а здесь ровно просто проплести. Надо
То есть я приподниму, я забыла на этом шаблоне это сделать. То есть вот центральная стойка. Одна клетка с половиной. И так с каждой стороны, чтобы при плетении подтянуть. То, что здесь вот я нарисовала, то, что я здесь нарисовала круг, ну, овал, вот более такой, а получается скругленный, так это он так и должен быть. Главное, что мы вывели стойки для плетения. Ну, уже расстояние позволяет добавить к каждой стойке, вот одинарной, еще по стоечке. Заострила кончики, делаю кармашек и добавляю стоечку. Сразу проплетаю ряд. Чтобы трубочки не засыхали. Вот остался мне проплести последний ряд. Я выравниваю плетение, чтобы вот у меня со всех сторон оставалось вот на один ряд. Вот здесь вот. И так, я уже говорила, что не обращаю внимания, что вот здесь вот осталось такое. Это потому что, ну, как начертила. Самое главное, чтобы вот здесь были заданные размеры и по центру были заданные размеры. То есть я доплетаю ряд перед подъемом стоек. Теперь у нас получилось 2 стоечки. Как поднять 2 стойки? Можно, конечно, 2 стоечки поднимать веревочкой в 3 трубочки. Но я хочу, чтобы был на подносике ровный подъем. Поэтому буду поднимать 2 стойки сразу. За 2. То есть одну стойку из 2 я поднимаю просто так. А эти стойки завожу за 2. Поднимаю. И в результате получится, что мы подняли стоечки за 2 стойки сразу. Вот они, рабочие трубочки. Я их не обрезала, дошла до начала ряда и просто вот убрала, чтобы они не мешались. Я дальше ими буду плести стеночку. Ну, открываем по рисунку. Так, теперь смотрим размеры. Ровно 30. Вот, то есть 30. Вот 30 сантиметров. И ширина 20. То есть добиться своего заданного размера вы можете вычтя 1 сантиметр с боков, потому что по полмиллиметра выйдет на подъем стоечек или на загибку. Продолжение подноса будет во второй части видео. Становитесь спонсорами моего канала, и вы сможете
присутствовать или смотреть в записи эфира о создании изделий со всеми моими размышлениями, ошибками и нюансами плетения. Так вы сможете очень помочь мне в развитии моего канала и получить от меня огромную благодарность в виде различных бонусов для спонсоров. Записывайтесь на курсы для начинающих в плетении. Во время этих трансляций на курсах для начинающих я поделюсь своим опытом, который приобрела во время плетения изделий. Обращайтесь ко мне с вопросами, если они будут интересны, и я сниму на них видео-ответы. До свидания.